Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно новой очередной цели сообщества, которые фронтиры ввели в этот четверг. Что нужно возить, что завозить, какие награды, что там по поводу продвижения лора, вообще какая история у этой цели и так далее. Обо всем подробнее в дальнейшем, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! И начнем с того, где это дело находится. ИП 43670. Это, кстати, очень недалеко от шинки. Прям вот рукой подать. 145 лет всего лишь-то. В этой системе представлены, собственно, две станции, где все это дело будет происходить. Но цели сообщества, как вы понимаете, разные. Возить нужно разные вещи. И тут, ну, на самом деле, довольно интересно, какая цель сообщества выиграет первая. Давайте смотреть, что у нас там по описанию и так далее. Буду специально зачитывать, потому что вы, когда смотрите видео, вы вряд ли играете в элитку, вы, скорее всего, либо на учебе, на работе и так далее. Это информация для тех, кто очень сильно любит писать, зачем ты все это зачитываешь, в игре можем прочитать. Так вот, многие, друзья, в игре не находятся в данный момент. Мгм. И давайте начнем с CS-очки, которая находится у нас в Шара Гейтвей. Да, я знаю, что это одна CS, просто вот именно этих ребят. Внесите свой вклад в архив знаний университета Ориона. Награда выдается после доставки аномальных массивов данных, сканирования особых зашифрованных файлов и неопознанных архивов сканирования в Шара Гейтвей в системе HIP 43670. Я уже внес, но об этом далее. Давайте почитаем. По инициативе двух соперничающих сторон в системе HIP 43670 проводится кампания по доставке ресурсов для клана Scriveners. Помните тот корабль? Так вот, это касательно этого дела. Университет Ориона заключил с Independent HIP, 43670 Labor, договор по поставке аномальных массивов данных сканирования, особых зашифрованных файлов и неопознанных архивов. Сканирование в Шара Гейтвей в этой системе. Проректор университета Лиланд Петтигрю, это вроде что-то из Гарри Поттера, рассказал о цели инициативы следующее. Хотя по закону Дредгер J403 принадлежит нам, мы крайне ценим целеустремленность, с которой клан Скривенерс исследует глубокий космос. Чтобы убедить клан в благородстве наших намерений, мы жертвуем научные данные образцы ядру знаний. Взамен мы хотим сопровождать клан в путешествии и совершать вместе с ним открытия. Хотя клан Скривенерс все еще хранит молчание, Дражник начал активно мониторить местные межзвездные новости. Ранее изолированное от внешнего мира сообщество воздерживалось от таких действий. Очевидно, что клан знает о соперничестве сторон и следит за ними. Первая компания, которая достигнет максимального уровня, докажет клану свою состоятельность. Если ни одна из компаний не достигнет максимального уровня, победа достанется сопернику, чей уровень компании будет выше. Кампании начнутся 18 ноября, это понятно, и продлятся одну неделю. Если кампания в поддержку университета Ориона достигнет максимального уровня, то завершится досрочно. Ну, то есть, если вот мы 5-й уровень превысим раньше, чем это пройдет неделя. Ну, вы поняли. Чтобы получить право на награду, вы должны зарегистрироваться и так далее. А теперь давайте по поводу того, как это дело завозить. И именно касательно этих ребят, потому что тут кое-что интересное. А возить, друзья, мы будем данные, то есть не какие-либо товары, покупая на Инаре, на Авик, на Катары сюда, а именно данные, которые мы фармим. То есть заходим в контакты в Шара Гейтвей, заходим в контакт наука и исследования, и, внимание, особо зашифрованные файлы, аномальный массив данных и неопознанные архивы сканирования. И просто это дело закидываем им сколько хотите. Я думаю, вы знаете, как фармить данные быстро. Если что, вот будет подсказочка. На разбитой кобре, либо на разбитой анаконде тоже хороший вариант. Также, что интересно, на этой станции находится торговец материалами, который обменивает, данные. То есть, ну вот те же самые аномальные массивы данных сканирования, которые мы будем сдавать, можем здесь обменивать. И что-то мне кажется, то, что эти ребята выиграют в данной цели сообщества, ибо, обмен даже вот с 1 на 4, точнее, с 4 на 1, 1 к 27. А закидывать надо данные первого уровня, первого уровня грейда. Интересно, интересно. Ну вот, на примере особые зашифрованные файлы. Хочу вот так их обменять. За одну 5 грейда я получаю 80, одну единицу. Это дофига. Это реально дофига.
Полетели к другим, посмотрим, что у нас там. Ну и, собственно, Aramus Terminal, та же система. Поддержите инициативу по ремонту дражника клана Scriveners. Давайте сразу в информацию. По инициативе двух соперничающих сторон в системе HIP 43670 проводится кампания по доставке ресурсов для клана Scriveners. Сторонники клана Scriveners собирают преобразователи энергии, аварийные энергоячейки, энергообменные шины и передают их альянсу HIP 42371 на Aramus Terminal. Представитель компании дал следующий комментарий для прессы. Эти ресурсы нужны клану для проведения необходимого ремонта на дражнике. Кроме того, при обновлении силовых систем клан сможет обойти защиту древних компонентов, которые подчиняются кодам доступа Университета Ориона, и свободно продолжить свое путешествие. Хотя клан Scriveners все еще хранит молчание, дражник начал активно мониторить местные и межзвездные новости. Ранее изолированное от внешнего мира сообщество воздержалось от таких действий. Очевидно, что клан знает о благотворительных компаниях и следить за ними. Ну и, собственно, информация дальше. Первая компания, которая достигнет максимального уровня, докажет клану свою состоятельность и так далее. Но прикол в том, друзья, то, что здесь нам придется возить товары. Да, именно вот эти. Волшебные нары. Сейчас быстренько покажу, как ей пользоваться, потому что, может быть, вы этого не знаете. Ну вот наша великая Инара. Если не знаете, как сделать ее на русском, спускаетесь, собственно, не ставите русский язык. Нам нужны товары, и давайте посмотрим на примере преобразователя энергии. Здесь поиск товаров, и по алфавитику ищем русскую букву, ну, естественно, П. Потом преобразователь энергии, пожалуйста. Система, в которой мы находимся, пускай это будет, допустим, скажем, Сол. Окей, без проблем. Заходим в экспорт, и можно в лучшие, где купить преобразователь энергии рядом с Сол. Тут показан либо авианосец, либо станция космическая, станция наземная, аванпост, расстояние от точки, ну, от системы, в которой вы находитесь, которую вы тут ставите, расстояние от звезды до данного места, где приобрести, количество доступное и цена покупки. И с очень-очень-очень, чуть ли не самое главное, это время обновления. 21 час 19, ну, 2 часа 11 минут, великолепно. Но если будет что-то вроде там нескольких дней, 4 дня, то не рекомендую. Тут вы можете возить как на питоне, как на катере, Type 9, моноконте, на чем угодно. Также можете все дело складировать к себе на флотоносец и завозить уже непосредственно с него. У меня сейчас, друзья, четверг, и время сейчас у меня 7 вечера. Уже видно то, что разница имеется. Как бы собрано 174 тысячи. Офигеть. И здесь уже 47 тысяч. Так что, скорее всего, вот эти ребята выиграют. Но мало ли что поменяется на выходных. Может быть, будет стрим в пятницу, либо в субботу. Повозим, покатаем. И пишите в комментариях, за кого вы, собственно, будете в данной цели сообщества и почему. Интересно будет почитать. И да, конечно же, что касательно наград, которых мы так любим, пока ничего. Совсем. То есть с переходом на первый уровень, на второй, третий, четвертый, пятый будет определенная сумма, которая будет также повышаться со временем. Но никаких модулей, чего-либо еще нам не обещают завести. Чистое продвижение лора в данной игре. Да, и касательно этого дражника, естественно, вышло видео. Вот, если что, будет подсказочка, если не знали о том, где он находится, как это дело выглядит. Штука интересная и багованная. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья, и там уже свыше 540 видео. Говорю о том, сколько я отснял, чтобы вы понимали количество контента в этой игре, сколько всего тут различного и интересного. Многие просто, не разобравшись, говорят, что игра пустая, заняться нечем. Поверьте, есть зачем, каждый найдет себе занятия, так сказать, по своим интересам. Также, примерно 1/5-1/6 от всего, что я отснял, я раскидал по плейлистам. В описании вас ждет 22 плейлиста. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи, реобзоры, корабельное вооружение, ручное вооружение, комбинезоны, все, что связано с Одиссеей, наземные миссии, инструменты, как все это улучшается, инженеры для всего этого дела и прочее. Но все же общая информация по всей игре находится в одном общем плейлисте по элитке. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также
В Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть хоть в CS, хоть в Дотку, хоть в Геншин, не знаю там во что еще. Не осуждаю, сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, и вам это рекомендую, это очень полезно и расслабляет. Также моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, там их вроде уже 4, космопорты, станции и так далее. И мы расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, то вам в описании под видео в раздел соцсети, Discord, там правила вступления и правила нахождения в эскадре. Как минимум, шнуры мы не дергаем. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.